Всем привет, друзья, с вами Оля. Проверяем рецепт полезного зефира без сахара с высоким содержанием белка. Готовлю впервые, показываю все как есть. Ссылку на источник и все пропорции продукта вы найдете в описании под видео. Для начала 2 столовые ложки желатина, по весу это 20 грамм, заливаем 100 мл воды. Это примерно 6-7 столовых ложек. Вода комнатной температуры. Перемешиваем. Оставляем желатин примерно на 5-7 минут набухать. У меня быстро растворимый, самый обычный желатин из супермаркета. Сила геля примерно 160-180 блум. Далее в сотейник или кастрюлю с толстым дном, можно даже в сковороду, пересыпаем 200 грамм замороженных ягод или фруктов. Этот рецепт поможет разгрузить морозилку. У меня домашняя замороженная клубника. Добавляем 2 столовые ложки воды, это примерно 30 мл. Включаем маленький или ниже среднего нагрев. Постепенно ягоды будут прогреваться и таять. Несколько раз я их перемешиваю, чтобы клубника прогрелась равномерно. Буквально через 3-5 минут клубника полностью растаяла и стала мягкой. Доводим ее до первых признаков кипения и выключаем нагрев. Переливаем в миску и оставляем остыть до комнатной температуры. Это происходит быстро. Можете несколько раз перемешать ягоды, еще быстрее остынут. За это время желатин хорошо набух. Растапливаем его в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане до растворения всех крупинок. Распущенный желатин выливаем в миску с клубникой. Добавляем 250 грамм густого греческого йогурта. Для сладости добавляем сахарозаменитель. По желанию вы можете добавить 1-2 столовые ложки меда или 2 столовые ложки сахара. Добавляйте то, что вам нравится. У меня это 2 пакетика сахарозаменителя. Не поверите, первый раз купила сахарозаменитель и попробую, как получится с ним. Далее продукты перебиваем погружным блендером примерно 3-4 минуты до максимально однородной гладкой консистенции с большим количеством пузырей. В данном случае мы не просто перебиваем до гладкости, но и насыщаем массу пузырями воздуха. Далее нам понадобится любая силиконовая форма, которая у вас есть. У меня размером 21 на 9 сантиметров. Если нету силиконовой формы, переливайте полученную массу в контейнер или в другую цельную форму. Сразу же, чтобы остались пузыри, форму ставим в холодильник примерно на 3-4 часа, чтобы все хорошо застыло. Спустя 3 часа желе застыло. Прохожусь гибкой лопаткой, чтобы отделить его от стенок формы. Далее отделяю желе от формы. У меня она с рифленостями, поэтому желе сложновато отходит. Если поверхность формы гладенькая, сделать это намного проще. Если будете использовать контейнер, то лучше десерт просто порезать на кусочки, прямо в контейнере, а не извлекать его целиком. Вот как он выглядит с обратной стороны. Еще больше вкусных и простых рецептов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Всех жду. В итоге получился пузырчатый розовый десерт. Его вес 500 грамм. Как вы сами наглядно видите, десерт форму держит, он стабильный и в то же время довольно гибкий. Давайте его разрежем на кусочки и попробуем, что же у нас получилось. Сразу скажу, это вкусно и понравится большинству. Безусловно, это не зефир в прямом понимании этого слова, но я понимаю, почему его так называют. Консистенция десерта очень напоминает нежный воздушный зефир. Клубника ярко чувствуется, она ощущается сразу, добавляет свежесть десерту. Йогурт оставляет приятное послевкусие. Десерт не кислый, умеренно сладкий и очень-очень нежный. Консистенция желе как раз такая, как надо. Десерт и форму держит, и одновременно тает во рту. Мы втроем съели его за один раз с большим удовольствием. Если любите разнообразные желейки, это вам также понравится. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.